Привет, друзья! Сегодня у нас будет вторая часть с дегустацией еды от компании Miratorg. А если вы еще не видели первую часть, то ссылка на нее будет в описании. Гречка с курицей в сливочно-грибном соусе. Грибы здесь шампиньоны. Состав полностью натуральный. Никаких вредных добавок здесь нету. Масса 260 грамм. Гречка с курицей стоит 249 рублей 99 копеек. Адрес производства: Московская область, город Домодедово. Продается все это дело в замороженном виде, и сейчас это просто кусок льда. Разогрел гречку 4 минуты в микроволновке, как и было написано на упаковке. Сейчас посмотрим, что из себя это представляет. Интересно, сколько курицы сюда положили. Как мне кажется, здесь ее не супер большое количество. Но вот то, что я сразу вижу, это гречка. Она сварена хорошо, рассыпчатая. Грибов здесь приличное количество. Но вот курицы, конечно, маловато. Курицы, в общем, пожалели. Курицы совсем чуть-чуть. Попробовал. Гречка оказалась аль денте, то есть чуть-чуть недоваренная. Она жестковатая. То же самое касается и курицы. Курица, вроде бы она доваренная, но все равно какая-то она жестковатая. И грибы тоже какие-то жестковатые. В общем, не знаю, что так повлияло. Может быть, из-за заморозки и разморозки это все стало такое жесткое. Но как-то, в общем, не очень приятно это все употреблять. Эта гречка должна быть еще со сливочно-грибным соусом. Вот грибы здесь есть, а соуса я здесь совершенно не заметил. Очень сухое все. То есть вот даже так вот, если покопаться, то никакого соуса вообще здесь не наблюдается. В общем, соуса зажали. Могу с уверенностью сказать, что на 250 рублей это блюдо не тянет, потому что соуса нету, курицы очень-очень мало, грибы жесткие и курица жесткая, гречка недоваренная. В общем, одни сплошные минусы, никаких плюсов нету. И даже оценивать это блюдо вот на какую-то цену я бы не стал, потому что, оно приготовлено некачественно. Поэтому и оценивать его на какую-то цену, рублей, может, 50, там, я не знаю, максимум бы мог оценить, потому что, реально просто испортили все продукты. Да и пожалели еще причем. Поэтому, в общем, больше бы я такого не купил. Друзья, рекомендую вам подписаться на мой кулинарный канал «Сочные идеи». На нем я собрал только самые лучшие рецепты, лично проверенные мной. Ссылка в описании. Наггетсы куриные, хрустящие. Наггетсы эти уже готовы, нужно только разогреть. Масса 300 грамм. Состав неплохой. Здесь действительно используется куриное филе. Но есть также и кое-какие добавки. То есть состав не полностью натуральный. Miratorg наггетсы хрустящие стоят 199 рублей 99 копеек. Изготовлено в Калининградской области. Поселок Невское. Внешне эти наггетсы смотрятся хорошо, у них форма ровненькая, они даже, так как они в упаковке плотные, то нету никакого снега на них. Пойду сейчас разогрею и будем пробовать. Разогрел наггетсы на сковородке с растительным маслом, примерно 3 минуты с одной стороны и 3 минуты с другой стороны. Они хорошо разогрелись, они хорошо подрумянились, корочка смотрится аппетитно. И сейчас попробуем. Даже чувствуется, что корочка очень хрустящая. По разрезу они смотрятся хорошо. Как-то я покупал супер дешевые наггетсы в светофоре. И там разрез был серый. Но здесь разрез нормальный, беленький, как и должно выглядеть куриное филе. Попробую на вкус. Наггетсы оказались очень вкусными. И панировки здесь приличный слой. Панировка это очень хрустящая. И действительно чувствуется, что в составе есть мясо. Я даже удивился, что вот могут быть такие вкусные покупные наггетсы. Раньше я тоже наггетсы покупал, но вот таких вкусных мне еще не попадалось. Если вы знаете какие-нибудь наггетсы, которые вкуснее, чем у Miratorg, то напишите в комментариях, я тоже их проверю. Но вот эти мне очень понравились, вкусные. Круассан с ветчиной и сыром. Написано, что это фермерская ветчина, нежный сыр и сытный перекус. Масса круассана 110 грамм. Состав очень-очень-очень-очень длинный. И так как здесь есть и сыр, и ветчина, то, соответственно, и куча всяких добавок тоже присутствует. Стоимость круассана 139 рублей. Произведено в городе Домодедово. Давайте посмотрим, что же находится внутри, что за фермерскую ветчину нам положили. И много ли ее. И как мы видим, здесь 2 кусочка ветчины. На внешний вид ветчина смотрится неплохо. Так, интересно, что же с сыром? Много ли сыра здесь? А сыра здесь не супер большое количество, но я думаю, вполне достаточно, и он какой-то жидкий. Я этот круассан разогревал совсем чуть-чуть. Сыр за это время так сильно не должен был бы расплавиться, поэтому сыр какой-то странный.
возможно, он какой-то плавленый, но какой-то жидкий, в общем, сыр. Ветчина это мне понравилась. Она не супер дешевая, не какого-то там, вот знаете, низкого сорта. Ветчина, в общем, нормальная. Ну и вот такая картина в разрезе. Круассан этот очень пышный, воздушный. Сейчас попробую на вкус. Съел половинку этого круассана. Само тесто мне понравилось, немножечко сладковатое. Ветчину я уже пробовал, ветчина нормальная. Ну а сыр действительно плавленый. Как вот я почитал в составе, написано, что это плавленый сыр. Круассан вкусный, по вкусу мне все понравилось, но вот какой-то сытности вот после того, как я съел этот круассан, я абсолютно не ощутил, потому что, по сути дела, в самом круассане один воздух, тут не так много теста, ну и ветчины и сыра тут совсем чуть-чуть. Поэтому, скажем так, вот за эти деньги, ну это просто как какой-то легкий перекус. За эти деньги, в общем, ты сытно не наешься. Ну и цена тоже не маленькая. За эти деньги можно купить что-нибудь другое и наестись гораздо сильнее, чем вот от этого круассана. Сырники классические. Обжарка на чугунной сковороде. Идеально к завтраку. Фермерский творог. Сейчас производители любят писать, что все фермерское. Ну а то, что обжарка на чугунной сковородке, ну, по-моему, большой разницы нету, на какой сковородке обжарка. Самое главное, чтобы у нее было толстое дно, поэтому то, что она чугунная или нет, это, мне кажется, не так уж и важно. И к тому же, я думаю, что в промышленных масштабах маловероятно, что жарят эти сырники вот на таких сковородках, которые идут для ручного обжаривания. Здесь, я думаю, скорее всего, что какая-то идет уже конвейерная обжарка. В составе творог 5% жирности, еще есть какое-то цитрусовое волокно. Не знаю, что это такое, если вы знаете, то напишите в комментариях. Но кроме творога есть еще и творожный продукт. Еще добавлены пищевые волокна, пшеничные, свекловичные. В общем, состав какой-то, конечно, интересный. Есть еще и уплотнитель, хлорид кальция, крупа манная. Состав, конечно, далеко не такой, как у домашних сырников. Масса 280 грамм. Стоимость сырников 239 рублей. Внутри лежит 4 сырника. Если присмотреться к поверхности сырника, то видны следы от конвейерной ленты. Поэтому то, что их обжаривали на чугунной сковороде, мне кажется, это какая-то, в общем, чушь. Но маловероятно, что их бы на сковороде обжаривать стали. Разогрел пару сырников. И давайте посмотрим, что же у них внутри. Режется очень легко. Судя по разрезу, какая-то у него структура не совсем такая, как вот если бы сравнивать, например, с домашним сырником. Какой-то он слишком мягкий и режется как-то чересчур легко, и даже я бы сказал, что он какой-то воздушный. Попробую на вкус. Чересчур какой-то мягкий сырник, это подозрительно. Попробовал. Сырник вкусный, но чувствуется, что творога здесь не очень много. Очень много какой-то вот массы, вот это вот крупы, а не творога. Поэтому он и такой мягкий. Потому что если бы он был сделан из чистого творога, то бы, конечно, он бы вот так вот от простого легкого нажатия вилкой не разрезался бы. Он прям вообще как будто бы какой-то взбитый и воздушный. Конечно же, если сравнивать с домашними сырниками, то домашние гораздо будут вкуснее, и там будет действительно творог один сплошной. А здесь еще куча всяких добавок, которые к творогу не имеют никакого отношения. Один такой сырник стоит 60 рублей, и мне кажется, он на эти деньги не тянет, потому что творога тут не так уж и много. Я бы его оценил бы раза в 2 дешевле. Поэтому считаю, что цена завышенная, потому что творога маловато. Кордон блю с ветчиной и сыром. В составе филе куриной грудки. Ну а так как здесь есть и сыр, и ветчина, то, конечно же, все эти продукты очень редко когда обходятся от каких-то добавок. Поэтому и состав здесь очень длинный, и всяких добавок здесь тоже очень много. Состав не полностью натуральный. Масса кордон блю 405 грамм. Кордон блю стоит 299 рублей 99 копеек. Изготовлено в Калининградской области, поселок Невское. Внутри оказалось 3 кордон блю. Разогрел кордон блю несколько минут в микроволновке, хватило 3 минут. И интересно посмотреть, что же будет внутри. В разрезе мы видим, что это не настоящее куриное филе, а что-то типа фарша. Также виднеется ветчина и сыр. Сыра приличное количество. Попробую сейчас все это на вкус. 3 кусочка кордон блю стоит 300 рублей. Получается, что один кусочек стоит 100 рублей. Но я думаю, что на свои деньги он тянет. Потому что ветчина хорошая. Сыр, по-моему, только что тут плавленый. Не самый лучший, конечно, сыр. Ну и то, что вот это вот все-таки фарш, а не настоящее, не цельное куриное филе, это тоже минус.
Потому что истинный кордон блю, он делается именно из целикового филе, а не из какого-то фарша. Но тем не менее фарш этот неплохой. По пятибалльной системе я бы оценил этот кордон блю на 4 балла, потому что здесь сыр не самого высокого качества и филе не целиковое. Сейчас я говорю шепотом, потому что приобрел санкционные шведские фрикадельки. А есть их можно только лишь с возраста 16+. Не знаю, правда, почему. Изготовлены фрикадельки из говядины и свинины. Хотя нет, эти фрикадельки не санкционные. Изготовлены они в Калининградской области, поселок Невское. Но вот почему они шведские, непонятно. Неужели фрикадельки придумали в Швеции, у нас что ли своих не могут фрикаделек придумать? Вот это для меня загадка. Состав фрикаделек полностью натуральный, абсолютно никаких добавок здесь нету. Стоимость фрикаделек 169 рублей 99 копеек. Масса фрикаделек 250 грамм. Вот такое количество замороженных фрикаделек находится в пакетике. Всегда думал, что фрикадельки должны иметь круглую форму, шарообразную, а здесь какие-то цилиндрики. Пойду разогрею. Фрикадельки разогрелись. Теперь посмотрим, что у них в разрезе. Что-то тут такое темненькое, но тут все прогрелось. Не знаю, что за темненькое такое пятно в центре. Ну, конечно, вот на домашний фарш здесь фарш этот не похож. Попробую на вкус. Попробовал несколько фрикаделек, и везде почему-то вот такое темное пятно в центре. Здесь вот посмотрим. Здесь оно тоже есть, в этой фрикадельке. В этой фрикадельке тоже такое что-то темненькое есть в центре. Не знаю, в общем, что это такое, принципиально это или нет. В общем, ну, по-моему, это не совсем принципиально. Ну, не знаю, в общем, что это такое может быть. Потому что они все-таки не из чистого мяса сделаны, эти фрикадельки, там еще есть кое-какие добавки. Но, по крайней мере, все эти добавки натуральные. Съел несколько фрикаделек, по вкусу они мне понравились. Чувствуется наличие специй, но вот какой-то остроты, там что-то такого вот, в общем, неприятного я не почувствовал. Вкус довольно-таки приятный. Так что можно спокойненько купить таких фрикаделек, разогреть их и там с чем-нибудь покушать, с каким-нибудь гарниром. Я думал, что будет гораздо хуже качество, но качество меня порадовало и вкус меня тоже порадовал. По пятибалльной системе я бы поставил 4, потому что все-таки домашний состав, потому что если сравнивать с эталонными фрикадельками, которые готовятся в домашних условиях, то домашние, конечно же, лучше, там гораздо больше мяса, тут очень много и лука чувствуется, что добавлено. Фарш такой не полностью мясной, то есть, ну, процентов может на 70 он мясной, а остальное это вот какие-то добавки. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!